Это видео состоит из двух частей. Во второй части вы узнаете, кого подставил Петр Алексеевич Порошенко. Во всяком случае, кого он хочет подставить. А первая часть, но я не мог пройти мимо. Дело в том, что Евровидение мания продолжает накрывать отдельных мэров отдельных городов. И Херсон, чтобы вы понимали, тоже хотел, ну и сейчас, наверное, хочет, чтобы Евровидение провели у них. В Херсоне, на территории Херсонщины, провести Евро в 2017 году. Почему бы нет? Ну, к доводам мы еще не перешли, но евро, как вы думаете, почему он так запинается? Почему бы в Херсоне, на территории Херсонщины, провести Евро в 2017 году? У меня два варианта. Или заволновался, или просто забыл, как называется Евровидение. А теперь послушайте доводи. Але для нас, по-перше, це має, для всієї України, має дуже стратегічне значення цей захід, тому що ми маємо показати всьому світу реалії того, в яких наш сусід, країна-агресор, відноситься до цивільних прав, взагалі до прав людей. Переведу. Песенный, развлекательный конкурс Евровидения нам надо провести для того, чтобы весь мир увидел, как наш сосед, страна-агрессор, относится к гражданским правам населения. І це консолідовуючий такий ефект проти агресора. Евровидение – это консолидирующий эффект против агрессора. Сегодня весь мир, в том числе и Крым, смотрит на уровень жизни на территории Херсонской области. И сегодня важно показать уровень жизни. Я смотрю сегодня все мои французские соседи, кто прикован к телевизору, кто радиолу слушает, кто там газету листает, журнальчик, а оказывается все они, все их внимание вообще приковано к уровню жизни на Херсонщине. Вы знаете, что 1,5 года назад тоже многие улыбались, когда мы запускали первый самолет на территорию Херсонщины. Сегодня летают полноценные рейсы, и каждый день максимальная загрузка. Максимальная загрузка. Действительно, в Херсоне сделали уже аэропорт и летает самолет. Летает он вот по следующему маршруту. Стамбул, Херсон, Стамбул. Ну, еще бывает иногда Стамбул, Херсон и Стамбул. Но главное, для чего нужно провести Евровидение, показать опять-таки всему миру, показать эксгибиционисты. Тем самым мы бы не на словах, а на деле показали, что Херсонщина – это Европа. Херсонщина – это Европа. Теперь цифры попутаем. Поэтому то, что в том году мы приняли порядка 3 миллионов туристов, это показатель того, что развивается инфраструктура. На самом деле в прошлом году было принято около 2 миллионов туристов. Ну, миллион туда, миллион сюда, в принципе. И можно воспользоваться опытом проведения чемпионата Европы по футболу, когда проходил чемпионат и в Польше, и в Украине. Разделим, понимаешь, Евровидение на 3 города, чтобы никому не было обидно. А лучше всего на 20 городов. Разделить, да и баста. То есть если даже, будем говорить, выиграет город Днепропетровск, Одесса или Киев, почему бы вторым городом или третьим могут быть Херсон. Ну, это, конечно, можно слушать вечно, но давайте перейдем ко второй части. Важность в этом всем в том, что сегодня Херсон это открыло окно в Европу, в мир. Вчера я опубликовал видео, в котором намекнул на то, что Петр Алексеевич Порошенко говорит не весть что. Во всяком случае, он озвучил некоторые факты о песне, которая победила на Евровидении, о нашей украинской песне, нашей певицы Джамалы, которую я ранее не слышал. И вот это видео, он сказал о том, что песня ранее называлась «Крим наш». Змагання. І я думаю, що не випадково вона змінила назву цієї пісні, яка спочатку кримсько-татарською мовою називалася «Крим наш». Рифат, скажи, як це називається на кримсько-татарській? «Зар Крим». А на назву 1944. Это очень странное заявление, с учетом того, что ранее об этом мало кто слышал, а может быть вообще никто не слышал. В таком случае я промониторил массу средств массовой информации, никто об этом не заявлял, по крайней мере публично. Петр Алексеевич Порошенко заявил публично о том, о чем, возможно, и не стоило заявлять. Возможно, он что-то сказал, о чем и не стоило говорить публично. Возможно, он подставил кого-то, но мы сейчас разберемся.
Для этого сначала заглянем в историю. Отборочный тур Евровидения в Украине вроде бы как не касается этого дела напрямую, но тогда валили Сенсея. Сенсей спел, и вот это вот Руслана Лыжечка сказала. Джамала співала про Крим. І ти вважаєш, що це нормально виступати в Криму? Я просто хочу почути... Ну, это заявление Руслана Лыжечка сделала до того, как стали доступны широкой публике фотографии Джамалы в 2015 году. Но это к делу абсолютно не относится. Далее там Андрей Данилко упрекнул того же исполнителя в том, что его песня звучала ранее, а на Евровидении есть определенные правила. И тогда человек, как я понимаю, курирующий этого исполнителя, Меладзе, вписался за исполнителя и начал объяснять, что правила не нарушены. Понимаете? А тут суть этого спора в чем? Дело в том, что в конкурсе не должны участвовать новые песни и хиты вместе. Поэтому эта песня не хит. И до того, как началось наше отборочное вот это мероприятие, эту песню в интернете практически никто не смотрел. Я думаю, что уважаемый Константин Меладзе что-то напутал. Он говорит, что по правилам песня не должна быть хитом. Это явно какие-то новые правила, написанные самим Константином. Потому что правила Евровидения, вот. Требования к песне. Песни на Евровидении должны быть новыми. Нельзя заявлять на конкурс песню, которая уже исполнялась ранее 1 сентября предыдущего года. Правило есть правило. И в правилах указано это. Итак, я не мог пройти мимо слов Петра Алексеевича Порошенко. Ну, вернее, как, я прошел, но, знаете, что-то осталось. И я подумал, ну, он же что-то имел в виду. То есть, когда-то, значит, эта песня называлась иначе. И когда-то она уже где-то, наверное, звучала. А может быть и нет. Может быть, она просто называлась Петр Алексеевич Порошенко. Просто слышал ее историю. Или он все-таки подставил Джамалу. Смотрите. Для того, чтобы понять, что Петр Алексеевич имел в виду, зайдем вот сюда вот. Вот здесь вот адресная строка даже есть, видите? Если вдруг что. Джамала исполнила новые песни на вечере реквиеме 18 мая. Возможно, это сегодня она исполнила эти песни? Нет. Видео опубликовано 19 мая 2015 года. Исполнены песни «Шлях додому» и «Безим кыры». Вот вторая нас интересует. Ну а теперь, собственно, внимание, господа. Я убежден, тот факт, что песня Джамалы уже проигрывалась и она звучала перед публикой и звучала задолго до 1 сентября 2015 года, никак ей не повредит. Но я бы хотел акцентировать ваше внимание на том, что Петр Алексеевич Порошенко обладает очень длинным языком. Что Петр Алексеевич Порошенко иногда может сказать то, чего говорить вообще не следует. И способен своей болтовней многих людей подставить. У меня все.